Скорн – детище сербской студии App Software, вдохновением для которой послужили работы потрясающих художников Ханса Гигера и Здислава Бексинского. Несмотря на то, что многие раскритиковали игру за игровой процесс, каждый отметил то, насколько восхитителен мир игры и с каким энтузиазмом разработчики подошли к его созданию. Сам директор студии говорит о том, что во время работы они всячески пытались избегать референсов, чтобы их творение выглядело максимально самобытно. Каждая глава игры должна была рассказывать об этой вселенной что-то новое и удивлять игрока. Должна сказать, такого желания изучить какую-то вселенную, попытаться разгадать ее идеи и философию я давно не испытывала. Поэтому выход этого видео был неизбежен. Но прежде чем мы начнем, хочу предупредить, что видео содержит сцены и рассуждения на темы, не предназначенные для впечатлительных людей. А теперь давайте вместе с вами разбираться, о чем же повествует и что хочет сказать нам такая отвратительно прекрасная Скорн. Мы видим пробуждение жутко выглядящего гуманоида. Он выбирается из заплетающих его костяных оков и начинает ползти по слизи, покрывающей все вокруг. Эти кадры переменяются с кадрами того, где он же ползет по пустыне к загадочному зданию, но земля под ним обрушивается, и он проваливается вниз. Это наш главный герой, и с этого момента и начинается наше изучение извращенного мира Скорн. Мы пробуждаемся в части здания, расположенной под землей. Двигаясь по ее коридорам и залам, мы видим, что все вокруг представляет из себя союз органики и механики. Стены, поручни, лестницы походят на кости, обтянутые в некоторых местах плотью и кожей. Чтобы открыть двери, поднять лифт или же включить какую-либо машину, мы должны совать свои руки в различные механизмы, напоминающие биологические отверстия. Несмотря на то, что все предметы и устройства вокруг нас кажутся живыми, мир Скорн контрастно пуст и заброшен, а мы здесь, кажется, единственное разумное создание. Наш герой пытается выбраться из этого места, преследуя какую-то неизвестную нам цель. Нас окружает большое количество машин, напоминающие скорее орудия пыток. Рельсы, тележки, а также коконы. Все это похоже на какой-то отлаженный процесс. Спустив один из коконов, мы видим, что в нем находится живое существо – Молдман. И именно оно является ключом к выходу из этого места, а также первым нашим знакомством с жестокостью этого мира. На самом деле, все это сооружение представляет из себя фабрику, которая раньше подготавливала для дальнейшего применения живых существ. Молдманов здесь выращивали на убой, не заботясь об их здоровье и самочувствии. Их паковали в коконы для удобной транспортировки, а тела, конечности и останки гуманоиды использовали и перерабатывали для собственных нужд. У этих существ отсутствует инстинкт самосохранения, а сами они безвольны и послушны. Для того, чтобы пройти дальше, мы должны самым ужасным способом достать Молдмана из кокона и воспользоваться его рукой, чтобы открыть двери. Мы двигаемся дальше и, наконец, достигаем главной комнаты. Пробравшись через уродливые столбы и дронов, мы встречаем сердце этого здания. Оно представляет из себя колонну, которая перекачивает жидкость по трубам фабрики, что, видимо, и обеспечивает ее функционирование. Также это место является главной точкой, из которой можно добраться до любой части здания. Скорее всего, именно поэтому нам и необходимо взаимодействовать с сердцем. После каждой вставленной капсулы мы видим открытие одной из дверей. Но когда мы активируем последнюю, сердце взрывается, мы теряем сознание, а все вокруг покрывается слизью. Темнота. Мы открываем глаза и видим утробу. Пуповина тянется от нашей груди к плоти нашей бесполой и неодушевленной матери. Мы освобождаемся от покрывающей нас органической ткани, тем самым пробивая себе путь наружу. Произошло наше рождение. Это стена генезиса или стена рождения. Люди этого мира рождаются на свет не половым путем. Их вынашивает в своих коконах стена. Плод растет и развивается спиной к выходу из этой импровизированной матки. И когда тело начинает достаточно сильно давить на оболочку кокона, она разрывается, а гуманоид падает прямо на землю под стеной. Не все выживают после рождения. Если утроба располагалась слишком высоко, то человека, скинутого стеной, ждет лишь смерть.
Оборвав пуповину, наш герой направляется через пустыню, к тому же зданию, которому следовал предыдущий персонаж. В отличие от него, он не проваливается сквозь землю, и мы можем увидеть, что не только внутри здания царит разруха. Поверхность этой планеты также безжизненна и заброшена. Но мы можем заметить жуткие красные наросты, которые тянутся из вентиляций, расположенных под нами коридоров. Войдя в здание, мы открываем для себя другую часть фабрики. Здесь также занимались производством, но не молдменов, а подобных нам гуманоидов. В огромных защитных оболочках, напоминающих тюльпаны, ждут своего появления на свет люди. Зачем и почему это делалось, если уже существует стена рождения, мы поговорим с вами позже. В любом случае мы видим, как, покинув капсулу, гуманоид тут же, без видимых на то причин, умирает. Все это время мы можем замечать, как за нами следует жуткое создание. Оно очень проворно и своим видом напоминает ящерицу. Дождавшись удобного момента, оно нападает на главного героя, и в этом процессе мы можем рассмотреть существо ближе. Мы видим мозг, профиль человеческого черепа, а также человеческие руки. Оно крепко цепляется за нашу спину, срывает защитные пластины с груди и погружает вглубь нас свои руки. Удивительно то, как смиренно герой принимает это жуткое соседство. Несмотря на то, что на весь наш дальнейший путь мы отдаем наше тело в распоряжение паразиту, мы, в свою очередь, получаем возможность защищаться. Дело в том, что к хвосту этого существа прикреплен своеобразный ключ, которого у нас нет, и без которого оружие в этом мире работать попросту не будет. Поэтому теперь паразит и гуманоид – союзники, которые не могут существовать в этом мире друг без друга, но будут готовы убить своего спутника при любой удобной возможности. И думаю, самые внимательные уже догадались, что паразита мы видим не впервые, но об этом позже. Имея возможность защищаться, мы наконец можем спуститься в глубины этого здания, в кратер. И чем дальше мы движемся по его коридорам, тем больше становится понятно – это место заражено. Стены облеплены красными наростами, напоминающие разросшиеся сосуды, а все вокруг покрыто липкими следами жизнедеятельности заселивших кратер существ. Эти мерзкие создания враждебны к нам и полностью заполонили это место. Несмотря на то, что они могут различаться в формах, прослеживается то, что все они сделаны из одних и тех же органических материалов. Они абсолютно безликие, лишены индивидуальности и созданы на скорую руку, без особого замысла. На это нет времени. Их мать рожает их, пока есть органика, обеспечивающая их жизнедеятельность. Все они следуют лишь одной цели – выжить. Когда мы встречаем их мать, королеву кратера, она возмущена нашим появлением, но не может ничего сделать, кроме как продолжать бездумно рожать своих уродливых детей. Она происходит из выброшенных биологических тканей стены рождения и, похоже, обитает здесь довольно давно, потому что ее тело вросло в стены подъемника, расположенного в центре кратера, а сама она восседает на нем, как на своем троне. И несмотря на то, что это создание выглядит жалко и беспомощно, оно преграждает нам путь и своими разросшимися массами не дает возможности воспользоваться лифтом. Поэтому, жестоко пробив себе путь сквозь ее тело, мы активируем подъемник и вместе с ее полуживой тушей взмываем ввысь. Да, она все еще жива, а ее участь печальна. Но это не важно, мы движемся дальше, потому что впереди нас ждет то, ради чего наш герой и проделал весь этот опасный путь. Мы садимся в некое подобие поезда, которое везет нас по колеям, напоминающим позвоночник. Темнота неуютного и тесного тоннеля сменяется открытой и светлой картиной запретного города – полиса. Величественные цитадели, развратные скульптуры, содержательные фрески – все это – вершина творения населяющих этот мир гуманоидов. Свою философию и мировоззрение они отразили в архитектуре и скульптуре этого места. Все местные творения раскрывают одни и те же темы – жизни и смерти. Войдя в центральное здание, мы видим поразительную картину. По две стороны зала стоят распятые гуманоиды, и в скрытой черепной коробке которых тонкие и длинные нервы тянутся к потолку, формируя гигантскую нервную систему. Под залом расположены два саркофага,
в которых лежат оболочки, органические роботы, созданные по подобию гуманоидов. Нам необходимо их разбудить, и для этого нужен биологический материал. И похоже, в отличие от фабрики, для его получения в Полисе использовали не молдманов. Знакомьтесь, это гомункулы. Многие ошибочно принимают их за детей, но в коконе дремлет их взрослая особь. В отличие от тех же молдманов, они очень умны, а также очень воинственны. Гомункулы – еще один результат экспериментов гуманоидов, созданный для того, чтобы быть использованным в качестве очередного расходного материала. Другое их предназначение – выполнять роль аккумулятора. Оттого они сразу же выращиваются в капсулах. Из игры была вырезана локация, которая повествовала бы нам о войне двух враждующих фракций гомункулов. Эти крохи могли бы потягаться даже со сверхразумами своего мира, ведь, будучи прекрасными инженерами, они могли создать киборга с нуля. До этой войны главной мечтой гомункулов было захватить Полис. Они ненавидели гуманоидов, поэтому, когда мы будем первого малыша, он выглядит очень злым и недовольным, а второй и третий при первой же возможности пытаются нас убить. Получив необходимый нам биоматериал, мы спешим к саркофагам. Но все это время паразит медленно и мучительно прорастал в нашего героя и в конечном итоге захватил тело настолько, что даже наши руки перестали нормально функционировать. Потому мы принимаем решение избавиться от него. Мы находим хирургическую машину, с помощью которой можно самостоятельно выполнять операции. И, наконец-то, во всей красе можем увидеть паразита. Итак, перед нами предстает наш первый герой, казалось бы, погибший от взрыва. До этого игра намекала нам на это. Самые первые ее кадры как раз показывали нам то, что произошло после заражения фабрики. Казалось бы, между смертью первого и рождением второго прошло столько времени, мир так изменился, но паразит ждал нас. Не знаю, насколько он разумен, и осталось ли что-то от него прежнего. Мне кажется, что слизь превратила его в подобие существ из кратера, главное стремление которых – выжить любой ценой. В любом случае, наконец-то мы освобождаемся от этого тяжкого бремени. Но паразит сбегает и напоследок наносит герою смертельную рану, от которой его внутренности буквально вываливаются наружу. Но несмотря на жуткие травмы, он таки доходит до саркофагов, пробуждает оболочки и поднимается к фигуре робота-хирурга, которая все это время стояла в центре зала. Он залезает на постамент, подобный тем, на которых распяты окружающие нас гуманоиды, и начинается ужасающая операция. Вместо лечения, которое мы закономерно ожидаем, робот-хирург пробивает органы нашего героя и вскрывает черепную коробку, после чего подключает наш мозг к огромной нервной системе, нависающей над нами. Но вместо того, чтобы остаться в том виде, в котором находятся наши сородичи, наш герой берет контроль над оболочками. Одна из них крепит к себе инструмент робота-хирурга, а другая открывает дорогу. Врата невероятной красоты ведут к не менее великолепному месту. Оболочка медленно несет нас в направлении к нему, параллельно нанося удары по раскрытой брюшной полости. Перед нами предстает путь к главному стремлению всех гуманоидов – до него подать рукой. Но вдруг мы видим внезапно возникшего паразита. Он нападает на нашего героя и совершает акт жестокого и омерзительного соития. Паразит полностью захватывает контроль над его телом и формирует отвратительную живую скульптуру из плоти. Иронично, как существо, когда-то преследовавшее ту же цель, что и мы, рушит все наши стремления, останавливает нас в шаге от заветного желания и обрекает на вечные страдания. Пока я готовила это видео, я видела множество трактовок того, о чем же нам хотели рассказать разработчики. То, что это путь, который человек проделывает до своего рождения, интерпретация аборта, зависимости от наркотиков и алкоголя, созависимых отношений, а также видела мнение о том, что игра вообще ничего нам не говорит, а просто состоит из набора метафор, которые каждый должен трактовать для себя сам. Но я имею другое мнение и считаю, что Скорн имеет и сюжет, и идею, и несмотря на то, что они поданы в непривычном для нас формате, отрицать их наличие нельзя. Ведь во время этого путешествия разработчики рассказывали нам историю о трансгуманизме и дегуманизации,
о крахе цивилизации, которая использовала жизнь как ресурс и не желала видеть никаких преград перед своими главными целями – просветлением и бессмертием. Мне кажется важным понимание того, что авторы не хотели показать нам инопланетную цивилизацию. Сами они говорят, что хотели изобразить экстраполяцию нашего мира, доведенную до предела. Оттого они ставили для себя цель сделать главного героя настолько человечным, насколько позволяет их замысел. Трансгуманизм – это философская концепция, в основе которой лежит желание с помощью технологий преодолеть все границы человеческих возможностей. И Скорн как раз показывает нам обратную сторону этого стремления. Мы не знаем историю развития расы гуманоидов, но мы можем видеть, какими они стали и к чему пришли. Через молдменов и гомункулов нам показывает их отношение к жизни. Человекоподобные существа использовались ими как сырье. Они содержались в отвратительных условиях, жестоко умерщвлялись и зачастую еще живыми были вынуждены выносить ужасные страдания. И то, в каких масштабах все это происходило, говорит нам о том, что для гуманоидов это давно было обыденностью. Но все эти жертвы делались во имя великой цели – вознесения. Что же представляет из себя вознесение? В артбуке говорится, что гуманоиды находили тело всего лишь оболочкой. Сознание же они считали бессмертным. Оттого все изображенные на фресках люди имеют углубление в центре лба. Некий третий глаз, который во многих культурах играет важную роль, как инструмент самопознания и просветления. Вознесение же – это отречение от шелухи бренного тела, освобождение сознания и побег от смерти. В артбуке, а также на барельефах фресок мы можем видеть, что из себя представляет вознесенный разум. Он становится другой физической сущностью, похожей на мозг с крыльями и щупальцами. Это существо способно обитать в различных оболочках и при слиянии с ними обретает другие вознесенные формы. К сожалению, у нас не так много информации о вознесении и жизни вознесенных разумов, а возможность увидеть это у нас отбирают в самом конце игры. И теперь я хочу перейти к нашим главным героям. Они оба были рождены стеной Генезиса, и оба преследовали одну и ту же цель. Мне кажется любопытным то, как, не имея никаких инструкций и карт, они уверенно движутся к полису. Видно, что некоторые вещи кажутся им незнакомыми, пугающими и опасными, но они четко следуют своему пути. Многие считают, что причиной этому есть некий перенос разума, перерождение, но я с этим не согласна. Похоже, что стремление к вознесению заложено у гуманоидов на каком-то генетическом уровне. Об этом говорят разбросанные по фабрике трупы наших собратьев, которые явно пытались проделать тот же путь, но потерпели неудачу. Также я придерживаюсь мнения, что наши герои в этой цивилизации являются некими людьми второго сорта. Об этом говорит сцена с инкубатором на фабрике. Мы видим, как из одного тюльпана выбирается гуманоид. Он очень похож на нас, но в отличие от него, у нашего героя отсутствует третий глаз, который неизменно присутствовал на изображениях вознесенных людей. Также о привилегированности этого гуманоида говорит то, что подобие плюмбуса для лечения, а также дверной ключ, который необходим для того, чтобы добраться до полиса, изначально принадлежат ему и выдаются рожденным из тюльпанов сразу же после рождения. И это кардинально отличается от рождения со стены, дети которой буквально выкидываются в этот мир безо всякой поддержки, а их выживание целиком зависит от удачи. Я думаю, это объясняет происходящее в финальных сценах. Думаю, не у меня одной возник вопрос, почему после подключения нашего разума к большой нервной системе мы не возносимся? Почему не превращаемся в изображенную на фресках сущность? Зачем мы выходим за врата, тогда как все другие распятые до нас гуманоиды оставались в зале? Я думаю, что вознесения были достойны лишь так называемые первосортные люди этого мира. Не зря разработчики описывают полис как защищенное и недоступное многим место. И, возможно, раньше проход сюда контролировался живыми людьми. Скорее всего, именно для элиты этой цивилизации и предназначались главные врата, которые открывали им путь к порталу, за которым их и ждало вознесение. Второсортные же гуманоиды довольствовались лишь подключением к большому коллективному разуму. Возможно, они каким-то образом обеспечивали функционирование места за вратами. Может, как раз для этих целей
к их гениталиям и присоединяли шланг? Возможно, биологические жидкости как-то используются в дальнейшем? Либо же это служило некой заменой вознесению, ведь сексуальное удовлетворение, по словам авторов, очень почиталось гуманоидами и представляло собой высший уровень самосознания. В любом случае, судя по всему, наш герой должен был быть распят, как другие его сородичи, лишенные третьего глаза. Но он выбрал другой путь – войти в портал и вознестись. Скорн в английском языке может использоваться и как существительное, и как глагол, и переводится как презрение или презирать. Поначалу кажется, что это относится к нашему компаньону-паразиту, существам кратера или, может быть, к Молдменам. Но по ходу изучения этой цивилизации презрение вызывает лишь она сама. Этот народ, отбросив ограничения своего тела и разума, вместе с ними отбросил человечность, сострадание и нравственность. Гуманоиды, лишенные гуманности, беспринципно использовавшие другие расы, которые сами же создавали и уродовали. Каждый житель вносил свою лепту, строя эту несправедливую иерархию, вознося своих повелителей и уничтожая, по их мнению, низших существ. И наш герой – типичный представитель этой больной культуры. Он мало чем отличается от паразита, висящим на нем. Преследуя свои цели, он также относится ко всем встреченным им живым существам как к мусору, не задумываясь, использует их ради достижения своих эгоистичных целей. Очень иронично, что точно так же в конце с ним обходится паразит. Я думаю, что именно к ним двоим и относится название игры. Каждый из них является презренным представителем презренной цивилизации. И, возможно, события, произошедшие в финале, как раз то, чего они оба заслуживают. Осталось еще множество вопросов, которые я не раскрыла и которые не так важны, но все же безумно интересны. Но, к сожалению, рассуждения на эти темы в артбуке попросту отсутствуют. Больше всего меня заинтересовало два вопроса. Первый из них – связь между взрывом сердца фабрики и заражением кратера. Ведь именно благодаря вырвавшейся слизи наш первый персонаж превращается в паразита, а фабрика приобретает еще более непривлекательный вид. И может, подобный эффект слизь произвела на остатки органики из стены генезиса, которые стали в конечном итоге королевой кратера. Комнату с сердцем в артбуке называют комнатой паразитов, но не объясняют, по какой причине. Возможно, в расположенных здесь толпах в целях своих экспериментов гуманоиды содержали бактерии или вирусы, а взрыв разрушает их. Но, как мы видим, слизь вырывается из самого сердца. Так может, жидкость, содержащаяся внутри него и необходимая для работы фабрики, была заражена? Это было сделано гуманоидами намеренно или же произошло само собой после стольких лет запустения этого места? Увы, ответов на эти вопросы нет. Второй же, заинтересовавшей меня темой, стала тема беременности. Как мы видим, гуманоиды могут рождаться либо из стены, либо же из тюльпанов на фабрике. До посещения полиса намеков на возможность появиться им на свет иным путем просто нет. Но когда мы попадаем на запретный остров, мы видим множество статуй, изображающих беременных женщин. Значит, гуманоиды все же что-то знают о беременности. Возможно, из-за их поклонения трансгуманизму они и потеряли эту возможность. За все наше путешествие мы видим женские тела лишь единожды, тела самок Молдменов. И это наталкивает на мысли, что женщины в ходе технологической гонки и создания различных родильных механизмов просто вымерли. Скорн, немногословно, изначально была задумана такой. Буквально у всех представителей ее цивилизации отсутствует род, намекая нам на то, что гуманоиды использовали другие методы обмена информацией. Именно так с нами пытаются общаться разработчики. Даже в артбуке в некоторых моментах нам говорят о том, что они намеренно не отвечают на некоторые вопросы и загадочно улыбаются, когда их спрашивают о той или иной интересности этого мира. Поэтому ни в коем случае не могу утверждать, что все сказанное мной однозначная истина. Так что я буду рада, если в комментариях вы выскажете свои предположения, идеи и мысли. Также я буду благодарна, если вы поставите лайк этому видео, конечно же, если оно вам понравилось. Еще вы можете подписаться на наш прекрасный Discord-сервер и на мой Twitch, где периодически проходят трансляции. Все ссылки в описании. Это было невероятное путешествие,
которое разожгло мое желание изучать игровые миры с новой силой. Я получила огромное удовольствие, работая над этим роликом. Поэтому спасибо вам, что досмотрели его до конца. С вами была Цезария. Люблю вас.